Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Да, я опять тут, снова здесь. Выбрался сегодня покопать, но скажу сразу, начало вышло совсем неудачно. Я даже не включал камеру. И все-таки решил включиться. Приехал так сегодня просто покопаться, но уже изрядно замерз. Вот снег припорошил опять. Холодно очень, ветер еще. Здесь все прошел, в общем, после предыдущего видео. Все пролистал. Отсканировал металлоискателем. Здесь один мусор, одна фигня. Тут больше вообще ничего не пиликает. Там вон у меня очень хорошо работал металлоискатель, издавал звуки. Залез туда, но, к сожалению, там алюминиевые банки и ничего хорошего тоже. Один хлам, один мусор. Только прокопался, время потратил. Вот что удалось найти вот в этой зоне. Это вот такая вот штука от цепи, звено. И вот что-то непонятное, какой-то чермет. Это я нашел вон там, где-то там валялось. Хожу, вот уже собираю свои находки, свою мелочь, которую сегодня нашел. Вот еще какая-то штука, тоже забираем. Вообще сегодня не хотел даже снимать, так как думаю, ну я сегодня вообще ничего не найду. Вот тут вот везде шастал, вот копал. Тут тоже вот кое-что нашел, сейчас покажу. Еще, кстати, я здесь был не один, поэтому тоже не снимал, дабы не привлекать к себе внимание. Как и было сказано в предыдущих роликах, что здесь копаюсь не я один, здесь претендентов на металлолом до хрена. И здесь иногда появляются люди, на которых даже не подумаешь, что они собирают металлолом. Приехал человек, который живет на моей улице, так вот с ним поболтали. У него пират самодельный, он мой посмотрел, я его посмотрел, орудие труда. Я ковырялся вот здесь, так как выкапывал вот тут вот рессоры. И тут вот в этой яме шарился, швеллера копал. В предыдущем видео, кто не смотрел, посмотрите. Эти находки все вот с этой области. Тут ничего нету больше. Один мусор пищит, одна всякая проволока. Также немного прошелся по предыдущему месту. Возле него походил, где я находил хорошие железки. Здесь, к сожалению, одна мелочь. Опять вот такие вот куски пил. Вот что-то, какие-то железяки мелкие. Вот железки такие вот, ну мелочь, в общем. Опять вот звено, кстати, нет. Это звено я нашел вот там. Сейчас мы туда с вами пройдем. Сквозь прошелся вот здесь, вот так вот. Одна мелочевка, я уже ее вам сейчас показал. Зашел вот в эти дебри. Там вообще, короче, одна мусорка, там нету ничего. Кастрюлю какую-то гнилую нашел, сюда ее куда-то откинул. Даже уже не знаю, куда ее бросил. Вот. Он мне сказал, ты туда не ходил? Вот, за болото вот это. Я говорю, нет еще. Он прошел туда, говорит, я там покопаю. Мне кажется, он уже не первый раз приезжает, сразу пошел туда. Вот эта тропинка, оказывается, вот кто здесь ходит, блин. Это всякие копатели и утка-наблюдатели. Не знаю, камера передает или нет, здесь вот сразу такой идет подъем. Это всякие бугры с землей. И уже такой грунт весь утрамбованный, не знаю, то ли выкапывали вот этот вот бассейн непонятный. Или оно, ну мне кажется, оно не природное, а может и природное, фиг его знает. Вроде не высыхает, значит природные. И, короче, здесь вот такие вот бугры. Вот, и дальше поднимаемся на вот эти вот горы. Вот он тут ходил, копал человек. Я тоже потом сюда зашел. Он уехал, недолго был. Идем дальше. Да, кстати, вот тут я где-то звено нашел. Прямо по его следам вот так вот прошелся, туда залез. Ну, ничего нету, тут тоже одна мелочевка, и он тоже нарыл там какой-то маленький уголок. Еще что-то, всякая проволока, гвозди, ну, в общем, дичь одна. Вот, тоже здесь прошелся и ничего не нашел по его следам. Прошел дальше и встретил своих старых знакомых, друзья. Это перина. Потом ее тоже нафиг заберем. Нечего ей здесь разлагаться. Какая-то польза. Ну, килограмма 4,5 точно отсюда возьмем. Здесь вот, видимо, судя по всему, наблюдают за утками вот на этом болоте. И вот здесь приходят сюда уток пострелять в разгар сезона. И что бы вы думали, друзья? Человек ходил, копал вон там. Я же шел здесь вот, просто рядом с берегом все проверял. Там вон какая-то яма, гляжу. Нет, ничего, пусто. Иду. И вот. Это полностью летая какая-то хрень. Я не знаю, она вообще неподъемная. Я ее достал из ямы. Она, блин, вообще нахрен. Во, блин, вот, ну, целый, можно сказать, день я прошлялся, ничего не нашел. И под конец, уже когда собирался ехать домой, я весь замерз здесь.
как раз еще пообедать. После обеда, наверное, не приеду, потому что я промерз, ну нафиг, потом еще заболею. Сильно много тоже. В такой холод нефига делать на улице. Замолчи. Вот уж никак я не ожидал найти здесь вот такую вот находочку. Ну, скорее всего, видео продолжится. Начало есть. Всем приятного просмотра. Завтра приедем снова сюда. Опять что-нибудь поищем, покопаем. Хотя нет, сегодня вернемся. Вот это же надо забрать, пока ее кто-нибудь другой не ухватил. 2 hours later. Встал немного передохнуть. Ну и снаряд, блин, капец. Погнул мне всю тележку, еле вытащил его оттуда на дорогу, нахрен. По этим буграм, сегодня людный день какой-то прям. Приезжаю забирать свои причиндалы, а там на этом озере стоит дедок какой-то. И он, как и все, тоже меня начал спрашивать, что попадается, какой металл, что собираешь. Ну, я, как всегда, всем одно и то же отвечаю. Да, всякая мелочевка, всякая херня, хуйня. Ага, блять, я сам швеллера психушку таскаю. Сейчас кто-нибудь посмотрит, увидит меня. Если что, это не я был. Это какой-то тип в такой же синей куртке, я не знаю вообще, кто это. Какие, блядь, швеллера вообще? Выезжал сейчас на главную дорогу со своими прибамбасами, и из леса ехал дедок со своим товарищем на мотоблоке. И меня очень заинтриговал этот тарантас. Все, друзья, сдаем металлолом и берем себе мотоблок. Будем ездить, собирать металл, как нормальные люди. Настал новый день, приехал снова, где нашел вот этот снаряд. Этот снаряд я уже бросил в общую кучу, тяжелющий. В общем, по находочкам сейчас пробежимся. Приехал, и снова не удалось мне поснимать тут ничего. Вначале, так как опять здесь были люди, теперь я знаю, кто здесь обжигает медь. В общем, ладно, это не суть. Так, поболтали, да и ладно. Теперь я остался здесь один в одиночестве. Вот это вот было найдено все вот в этом месте, в этом районе. Вот оттуда все вот эти находки, прибамбасы, такие вот пруты хорошие, литые. Это всякая мелочевка, вот опять пилы. Такие вот, какой-то уголок попался, тоже хороший. Ну, не уголок, а точнее сталь, сделанная, сваренная уголком. И вот такая вот штуковина. Здесь еще какая-то остатки, вот остатки цепи, по-моему, да, что-то в этом роде. Все прикипевшие. И вот такой вот хрен пойми чего. Вот, в общем, уголки какие-то сваренные, вот опять звено от цепи, не знаю вообще для чего предназначалось, зачем это все наваривали. Недалеко от той тяжеловесной находки здесь вот все уже перекопано, тут я тоже пробил, здесь куча вот такой вот проволоки зарыта просто офигеть сколько. Вот здесь все, я тоже подзарывал некоторые ямки, которые копал, я всегда зарываю, зарывайте люди ямки. А то потом кто-нибудь, не дай бог, еще ноги нафиг переломает. Или вы сами потом в эти ямы попадете. Перемещаемся буквально на метр, два, три. Далее здесь какие-то плиты уложены, реагируют на толстую арматуру. И вот в этом месте тоже просто жесть. Наверное, вот оттуда где-то и сквозь вот так вот лежат какие-то две плиты, то ли одна плита. Вот в этом месте снова попались находки. Такие более-менее. Опять, как всегда, пилы. И вот опять что-то такое, уголки какие-то, вот два угла сваренных между собой. Там вообще один мусор, стекла, я даже копаться там не стал, одни банки консервные уже ржавые, старые. Тут тоже вот все нафиг перерыто. Здесь вообще делать нечего, тут один мусор. И все бы ничего, но меня приспичило поискать в болоте. Здесь есть какой-то металл, лежит вот это бревно, я уже так вот лопатой, то есть не лопатой, ногами оттолкнул, лопатой проверял. Металлоискатель в перегруз уходит. Тут вот какой-то металл лежит. Он сквозь вот до сюда где-то идет. Вот. Вот тут он лежит. Вообще фиг его знает. Вроде как хороший. И сигнал прям такой отличный. Думаю, ну как его доставать? Фиг его знает. Руками я туда не полезу, в эту холодную воду. Потому что, может, он там даже и в земле еще надо копать его. Доставать туда так просто не полезешь. А вот сюда замахнулся. Тут тоже какой-то металл. Сейчас попробуем достать. Вот здесь тоже какой-то хороший металл, как бы должен быть. Давайте глянем. Ну а тут вот был сигнал хороший.
Сейчас уже что-то вообще какая-то фигня показала. И тут, походу, какая-то проволока. Да, вроде проволока. Это место и вправду какое-то мистическое. Когда сигнал хороший, достается вот всякий хлам, всякий мусор. Когда сигнал убогий, достаешь какую-нибудь, я не знаю. Короче, друзья, мои старания были напрасны. Вытащил вот этот вот кусок говна, я его даже, наверное, брать не буду. Или для кучи пойдет. Сгнивший какой-то кусок железа. Пойдет. Сейчас вот будем тогда ходить вот тут, вот сюда, на этот островочек зайдем. Тут я еще не был. Пройдемся, глянем, что тут попадется. Времени прошло примерно с полчаса. Копаю всякую дичь, опять всякий мусор вот достал. Вот такой попадается, один хлам, в общем. Ничего интересного нету. В самом начале еще вот медную трубку нашел, мне показал, забыл. Прошелся вот сюда. Залез, увидел опять какой-то мини-диван, он бросил его туда. Тут рядом с ним какие-то сигналы были. Здесь тоже всякий мусор. Вот чермет, электротех вот торчит. Какая-то проволока. И еще вот, думал сначала угольник, нет. Не знаю, поковыряюсь, наверное, здесь пока что. Вот, друзья, без медяхи не обошлось. Диван меня привел к меди. Ура! Не совсем пока идет. Вот один угол пошел. О, тут уже прям чищенные. О. Ну, неплохо. О. Без медяшки не уедем. Вот она. Медяха. Немного, но результат вполне. Полазил я где-то здесь 2,5 часа. Вот, все находки показал, что удалось сегодня достать. Вот этот вот алюминий. Я даже не знаю, зачем я его беру. Это какой-то хлам вообще. Ну, этот еще ладно. А вот бывает вообще здесь вот попадался. Его вообще вот такой вот примут или нет? Или пошлют меня нахрен, я не знаю. В общем, забрал, а там потом видно будет. Тут его, блин, конечно, чистить, я не знаю. Но это, ну, вообще хламье просто. Уложил всю мелочевку в сумку, сразу заберем. А вот это вот прям так тут оставлю. Сейчас после обеда чуть дома погреюсь и приеду, заберем. И заодно раскидаем вот эти два дивана. Вон валяется, который сегодня нашли. И там вон еще где береза. Ну и тоже захвачу прибор еще, может побегаем, не знаю, до вечера, пока опять не стемнеет. Вот тут я еще ничего не искал. И вон там он еще не был. Может куда-нибудь залезем опять. Вон в те дебри я тут, кстати, тоже еще не был. Ух ты, темень какая. Ну что, дорогие друзья, хочу вам сказать. Снова немного обосрались. В чем дело, сейчас расскажу. Дивана сегодня не получилось забрать опять. Наверное, все-таки завтра заберем. Завтра еще приеду, не буду заканчивать видео, так как она совсем короткая. Здесь вот попадались в этом краю вообще какие-то не заводские, а домашние какие-то причиндалы. Это вот печная часть. Вот еще кругляш от печки. Такие вот какие-то находки. Круглые, литые. Вот угольничек маленький. Темень уже не видно-то нифига. Время только без 5:05. Опять алюминий гнилой попался. И вот такую вот железку сейчас достал. Вот. Какой-то треугольник. Не знаю, что это такое. Уже туда вон ушел. Вон туда. Там заросли. Я потихоньку траву так вот приминаю, сверху хожу.
И вот там попалось. Сигнальчики, надеюсь, там будут. На другой день приедем туда, глянем. Там еще пройдемся и дивана заберем. А в чем дело, сейчас расскажу. В общем, приехал я, все было нормально. То ли какой-то мусор попался в сапоге, то ли что, воткнулось в пятку. Вот это вот какая-то хрень и до сих пор не мешает. И на мешке сидел, пытался вытащить, но надеваешь носки и опять все сначала. Сейчас надо как-нибудь тележку потихоньку выкатить груженую. Тут на ней с пустой ты едешь кое-как по этим канавам, буграм. Сейчас все вывезу, дома, надеюсь, сейчас вытащу, приеду, кое-как доеду до дома. Домой идти далеко, потихоньку как-нибудь дойду. Каляет и все, мешает просто ходить, наступать больно. Ну все, дорогие друзья, встретимся, когда будет опять что-то интересное. Спустя несколько дней приехал опять на это место, доделывать свои дела. Сетки быстренько разобрал, они опять оказались не на гвоздях, к фанере приделаны, а какими-то скобками. Что-то у меня после этих копов уже начала спина немного сдавать. Вчера ездил на другое место, видео тоже будет, начал там съемку. Вот сегодня приехал сюда. Вот тут я выкопал в тот раз уже в потемках последнюю железку. И вот тут вот надо бы еще вот так вот пройти. Я здесь не лазил, тут вот трава высокая такая вот стоит. Ну и там, может, потом вот зацеплю вот эту тропинку, где люди ходят. Я уже проделал свою траншею, ездил уже здесь, тропинка мне это нафиг не нужна, которая идет по правую сторону. Создал новую дорогу своим метановозом. Труба какая-то. Пойдет. Песком набитая, правда. Что ж, дорогие друзья, давайте завершать сегодняшний дичайший ролик. Видео с рессорами не особо как-то зашло моим зрителям и рекомендации. И обычно вот такое непотребство набирает намного больше просмотров. И я уверен, что вот это говно наберет намного больше, чем какой-либо другой. Я не знаю, как это получается, как это работает. Когда стараешься, совсем не смотрят. Когда снимаешь какую-нибудь херню, просмотры прут. Как вот это объяснить? Может, кто-нибудь из вас знает, я не знаю. В общем, по моим соображениям, буду дальше продолжать лепить как можно больше дерьма. Итак, друзья, у меня сел телефон, и я не смог отснять продолжение, точнее оконцовку поиска. Остался 1%, высадился у меня буквально аккумулятор, может быть, на холоде. Оставалось 20%, пока он там пролежал, я пошастал где-то 1,5 часа, и он сел просто, считай, в ноль, остался 1%. Прошелся я в край болота, там, к сожалению, был один мусор, одни консервные банки старые, не алюминиевые, а просто обычные железные. Там я нашел вот такой вот фильтр. Он был полностью в песке, я его повыбивал, потом на дорогу вытащил. Вот эти вот железки, которые нашел, вот. Он теперь уже без песка, вес здесь есть. Килограмма 2,5, думаю, будет вот из такого фильтра. Идем дальше. Дальше я проходил, зашел в какие-то кусты, посмотреть, что там. Тоже рядом с этим же болотом. Там я нашел какие-то находки, сейчас уже могу и не вспомнить. Какие-то пластины, вот такие пластинки находил, 2 штуки. И, к сожалению, больше там ничего найти мне не удалось. Я уже их скинул в общую кучу, и уже их так просто найти, к сожалению, не смогу показать. Ну да ладно, местность там какая-то тоже мусорная, мусор попадался, ушел оттуда правее, ближе к куче мусора. И там также я напоролся на какие-то бугры, тоже рытвины от экскаватора, уже такие старые, не знаю, в каком году их копали. И я опять напоролся, налетел вот на такой вот заводской металл. Вот опять от циркулярки из лесцеха. Вот эти опилки. Не знаю, зачем их так вот пилили. Шут его знает. Таких вот уже кучу я нашел просто вот на этой свалке. Вот такая вот болванка попалась. Если кто знает, от чего, можете написать в комментариях. Я же не разбираюсь, не шарю, что это вообще за металл такой. Вот такая вот штукенция летая, тяжелая, тоже попалась в том же месте. Там же я налетел вот на такую чугунную батарею. Одна секция, вот лопнутые батарея секция. Вот тут тоже. Может, там еще где даже в этой куче есть, но сигналов с того уже угла не было. Вот я там еще вот такую штукенцию откопал. Тоже тяжелое литье. Там куча мусора просто, вот в этом бугре, вот оттуда я вот этот металл весь вытащил. Дальше я туда левее не уходил, левее там уже идет то место, та яма, откуда я выкапывал швеллер, рельсу,
Вот практически в одном углу такие вот находки попались. К сожалению, заснять не смог. Может, потом, когда в следующем видео туда с вами заглянем, я покажу ту тропинку, где я это все находил. И снова там что-нибудь поищем в тех краях, так как туда вот или сдвинули это экскаватором, вот эти вот бугры оставили, или когда-то копали там, я не знаю. Вообще вот откуда там эти ямы, в каком году это все рыли. Может, каких-нибудь нулевых или в 90-х, этого я сказать не могу. Совсем забыл. В этом месте я еще нашел вот такие вот детали от телевизора или от магнитофона. Вот такой вот уголок попался тоже. Кстати, там же сумку сейчас распотрошил. В сумке у меня были находки. Вот еще платы. Вот эти все колечки. Тоже все выкопал там, где радиатор вот этот вот. Все вот это почти что оттуда. И вот я, значит, пошел за телефоном, чтобы вам показать вот эти находки, которые попадались мне по порядку. Но, увы, он разрядился. Еще оставалось время немного пошастать. Все вот это вот я вытащил на дорогу. И еще рядом с дорогой, просто прямо вот на обочине, можно даже сказать в дороге, лежала вот эта вот железка. Я не знаю, что это. Она очень тяжелая, здесь килограмм 6 точно есть. Тяжеленная вот такая хорошая летеха попалась. И прямо же рядом вот такая вот штука. Я сначала думал, это латунь, и это оказалось не латунь. Но зато здесь есть две медных катушки, что есть хорошо. И даже вот какие-то контакты серебряные где-то здесь я видел, вон они. Прошелся еще в край дороги и нашел вот такую вот латунь, такую вот деталь. Это, видимо, от поворотника, от какого-то газона. Запчасть. Вот такой замок нашел. Прямо лежит все практически на поверхности. Идешь в край дороги, пиликаешь, вот такие вот находки попадаются. И вот такие еще достал. Прямо тоже рядом в край дороги. Такие вот две крышки от кастрюли. А вот еще нашел там вот такую кассету. Агата Кристи. Не знаю, какого она года. Сколько ей уже лет. Наверное, кирдык уже, пленки. Да нет, хотя... Может, даже и нормальные. Ё-моё, сколько тут песен? Тут пленки-то вообще нет. 3 песни, наверное, не записано. Сейчас все потихоньку разберу, переберу. Тут уже один чермет. Я просто вываливал все в кучу. Тут у меня и электротеха, и медь валялась. Вот еще медяшка попадается. Надо все сейчас собрать, прибрать вот эти платы платом. Все сейчас еще доперебрать, рассортировать. Сейчас еще пройдемся пока по цветнине. Вот такой вот алюминий я где-то достал. То ли возле болота тогда вытащил. Вот с этой медью и вот с этим электротехом. Уже сейчас не помню. Выезжал я туда 3 раза. Кусок нержавейки попался. И вот эта вот медяшка, я ее уже зачистил. Так как вся уже оплетка у нее сгнила. Разваливалась буквально на глазах. Все вот так вот почистил руками. Готовая медь. И электротех подубасил немного. Грязь, песок с него слетела. Можно уже сворачивать. Там возле болота я еще находил вот такую скрутку из электротеха. Вот с такой вот медной проволокой. Медяху я освободил. А вот этот электротех, он уже весь гнилой. Вот, он весь рассыпается. И я не знаю, что с ним делать. Напишите в комментариях, что бы делали вы в такой ситуации. Может, его просто переплавить и потом сдать как обычный алюминий. Хотя не знаю, у нас переплавы не берут. Не знаю, как быть вот с этими отходами. Давайте ради интереса взглянем на вес чистой меди, которая сегодня у нас попалась. 334 грамма. Вот эти находки пока откладываем до времен разборки. Будем с вами снимать отсюда медь. В прошлом видео я бросил в чермет вот такое жало от паяльника. На нем был черный металл вот с этой стороны. Медяха из-под земли такая грязная, что с черным металлом перепутать, как 2 пальца об асфальт. А вспомнил я об нем, так как на месте поиска я его глазами заметил, но вот так вот случайно без внимания я бросил в чермет, потом уже все вспомнил. Вчера, разбирая мешок, вытаскивал все на основную кучу с черметом, я напоролся еще вот на такую приятность. Небольшой такой вот сатырок, но он полностью с медью. Вот она проглядывается. Нужно только выбить вот эту сердцевину от мусора, раздолбать ее молотком и спокойно выкручивать, выматывать, сматывать медь. Медь здесь хорошая, приличная, толстенькая. Находка суперская. Будем добывать скоро медяху, подключим. И вот этого вот найденыша. Буквально сегодня я уже съездил в лес, забрал вот такую вот кастрюлю. Я ее нашел, когда ходил за грибами. Дно у нее целое, она не дырявая.
У меня уже просто некуда складывать вот такой вот мелкий чермет. Просто вообще уже некуда складывать. Мешки себя не оправдали. Они после зимы точно так же, мне кажется, рассыпятся, как и летом после жары. На мешки надежды нет. Надо куда-то складывать весь этот черный металл. Так мне просто на землю сыпать не хочется. Потом опять его собирать, прибирать. Его все равно куда-то надо девать, во что-то складывать, так как забирать будет самосвал. Проезжая обратно домой, я наткнулся на свалку. Опять кто-то вывез всякое дерьмо в лес. И там вот нашел вот такую алюминиевую проводку. Здесь вот целая куча, целая вот такая кастрюлька. И пол ведра вот таких алюминиевых банок. А, вот еще крышка, кстати, попалась тоже там же. 5800 вес обоих сеток. 9,5. Металл-то тяжелый. Здесь всего лишь одна секция от батареи. 24,5. Еще плюс 19,5 килограмм мелочевки. Еще почти 15 килограмм. Вот это вот остальное добро я сейчас взвешу без камеры, так как его в мешок не запихаешь. И потом уже подведем окончательный итог. Еще плюс 15. Привез последнюю партию сегодняшнего железа. Все уже на монтаже подсчитал. Сейчас вы видите, сколько получилось у нас за 2 полных выхода. Тот вечер можно не считать. Я там толком ничего и не нашел. И не забываем прибавить вот эту вот неопознанную ракету. Здесь килограмм 40 можно смело прибавлять. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных выходов за металлоломом. Всем удачи, хорошего вам настроения, ребят. Всем пока.